Хватит валяться на диване, давайте работать. Сегодня мы выполним с вами вместе вот такую анимацию. Клиент из США пишет нам в Telegram и делает оплату $250. Компания занимается заменой окон, сайдинг, что бы это ни значило, двери и крыши в Миннесоте. Материалы, которые нужны будут для урока, и описание, то есть техническое задание от клиента, вы можете скачать внизу под этим видео. Работу будет выполнять участник моей команды Дима Сокотнюк вместе с вами, поэтому открываем After Effects, парам-пам, и приступаем к работе. Спасибо, Александр. Что у нас есть? У нас есть PNG-картинка, это просто как превью материалов клиента, да, и клиент нам предоставил векторный логотип. Поэтому давайте сразу приступим к выполнению работы. Сразу же создадим композицию, назовем ее main. 15 секунд, я думаю, достаточно. 1920 на 1080, окей. Создаем композицию и импортируем наши материалы. Импортируем как композиция layer size и открываем, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, у нас есть какой-то лишний слой, давайте мы его с вами удалим и перенесем всю остальную информацию с помощью нуль объекта. Ctrl-Shift-Alt-Y, создаем нуль объект, привязываем по parent элементы к нуль объекту и копируем Ctrl-C. Вставляем в композицию нуль объект, отправляем в центр, Ctrl-Home. После этого мы нуль объект уменьшаем до нужного нам размера. Ну, я думаю, такого размера будет, наверное, 33 будет достаточно. После этого можно 0 удалять. И что мы делаем дальше? Во-первых, давайте поменяем цвет прозрачности. Ctrl-K на такой нейтральный, чтобы светлые и темные участки их хорошо было видно. Что нам нужно сделать? Нам нужно разделить наш логотип. Будем это делать с помощью конвертации в shape. То есть давайте посмотрим, что у нас по слоям. Есть текст, сразу давайте его подпишем, текст 2. И есть вот основная часть. То есть выделяем основную часть, нажимаем Create Shape from Vector. То есть мы превращаем вектор в shape, после этого вектор можно удалить и будем работать с shape. Единственное, что у нас на голове потерялся цвет, подозреваю, что там был градиент, сейчас этот момент разберем. То есть что нам нужно сделать? Отделить текст. Если мы откроем сейчас shape, мы увидим, что здесь, видите, очень много элементов. И вот какие-то из них это элементы текста, да? Так, давайте посмотрим. То есть второй. Подряд и тут хорошо, то есть не нужно будет долго разбираться. Вот, со 2 по 19. То есть что мы делаем? Мы теперь выделяем этот слой, нажимаем Ctrl-D, мы его дублируем. И у дубликата мы удаляем все элементы, кроме текста, да? То есть с 20 по 29. Хорошо. Готово. Теперь, если мы посмотрим, у нас вот есть отдельный текст. Мы его назовем текст 1. И объединим, давайте, текст 1 и текст 2 в прекомпозицию. В принципе, мы отдельно с текстом работать не будем. Назовем просто comp текст. Окей. Разобрались. Теперь нам нужно у птички удалить текст. Так же самое, как мы это делали. Удаляем только в этот раз от 2 до 19. И вот у нас остаются элементы. Нам теперь нужно подумать, как их разделить. Давайте сначала мы решим вопрос с головой. Нужно ее найти. Какой она слой по счету. Вот она. И что мы сделаем? Мы у этого слоя удалим fill и добавим gradient fill. У нас появляются такой вот ползунки такие, да. Нижнюю часть давайте вниз, а это вверх. И что нам нужно сделать? Нам нужно открыть оригинальный логотип, чтобы мы могли взять градиент цвета. Находим, где у нас здесь логотип оригинальный. Вот он. Давайте заблокируем и сместим его куда-то в сторону. И немножечко поменьше сделаем. Угу. Да, возвращаемся в композицию. И теперь мы у этого градиента настраиваем цвет. У нас есть два цвета, белый вверху, то есть нажимаем пипеткой, светло такой, зеленый. И теперь второй цвет, точно так же, темно-зеленый. Все. У нас получается теперь птичка уже близка к оригиналу. Возможно, немного отличается, но я думаю, в целом это будет незаметно. И теперь нам нужно ее разделить на части. То есть что у нас будут за части? Я думаю, у нас будет тело целое, два крыла. Скорее всего, нужно будет сдублировать данное крыло, чтобы мы смогли создать полет, да, потому что
второе крыло, которое на заднем виде, оно сильно отличается, и во время полета будет выглядеть странновато. Поэтому мы давайте надублируем сейчас птичку и будем разделять, то есть составим отдельные элементы. Найдем хвост сначала, давайте отделим. Вот. То есть все удаляем, кроме хвоста, и подписываем хвост. Давайте так и будем подписывать на транслейте хвост, чтобы было понятно, да. Дальше у нас body, нужно тело, да. То есть удаляем хвост, соответственно. И вот идет, так, крыло удаляем, оно нам в этом слое не нужно. Так, и оставляем, то есть у нас вот получается остается только тело. Можем и подписать тело. Хорошо. Дальше идем, оставляем маленькое крыло. Так, хвост удалили. Тело тоже удаляем и оставляем вот только маленькое крыло. Давайте назовем, то есть если птичка к нам боком, то по идее это правое крыло. Давайте назовем крыло right. Окей. И теперь нужно левое крыло. Открываем. Здесь то же самое. Удаляем все, кроме левого крыла. Левое крыло у нас будет состоять из нескольких элементов. Поэтому смотрим внимательно, чтобы лишнего ничего не удалить. Удаляем тело. Все. У нас готово. То есть у нас есть теперь крыло левое, крыло правое. То есть все элементы разделены по частям. В принципе, мы можем уже начинать работу. Начнем с того, что мы создадим небольшой... Во-первых, давайте разместим якорные точки. Это самое главное, да? Разместить якорные точки в место, где, чтобы у нас трансформация правильно происходила. Я думаю, оригинальный логотип можем уже закрыть. И будем сейчас работать с якорными точками. Включаем инструмент для переноса якорных точек, либо просто нажимаем Y на клавиатуре и смещаем в нужное нам место. Я думаю, у тела можно просто в центре оставить. Тем более мы, скорее всего, сделаем просто полет птички на месте. Потом закинем эту птичку в прекомпозицию и будем двигать уже саму прекомпозицию, либо с помощью нуль объекта. Сейчас посмотрим, как это лучше сделать. Так, у крыла также ищем якорную точку, опускаем вот сюда вниз. И у второго крыла то же самое делаем вот здесь. Все, готово. Начнем. Давайте тогда мы создали дупликаты, разделили. Давайте создадим небольшую анимацию, как птичка у нас оживает. На тело мы будем добавлять паппеты, чтобы создать такой небольшой изгиб. Давайте включаем инструмент паппеты, выделяем тело и проставим 4-5 точек. И посмотрим, чтобы у нас получился... Ага, у нас же хвост отдельно, поэтому 4 точки, я думаю, будет достаточно, да? То есть проставили эти точки. И начнем давайте с тела. То есть переходим на 10 кадров. Давайте сначала птичка выгнется внутрь немного, да? То есть немного внутрь она выгнется. Сейчас мы хвост подправим. То есть, чтобы на внутреннюю часть выгналась. Все, копируем эти ключи. Через 10 кадров снова их вставляем. Все, F9 ключики. То есть такой выгин сделали. Единственное, что нам нужно сделать, чтобы этот хвост также двигался за птичкой, да, чтобы у нас не было такого как бы разрыва. Поэтому давайте мы также включим же 3D. Нам же для полета крыльев нужно будет потом 3D. Поэтому сразу давайте его включим и будем уже теперь работать. Начнем с хвоста. То есть мы также у хвоста, как и у тела, открываем ключики. Что нам здесь понадобится? Я думаю, нам здесь понадобится позиция и rotation. То есть фиксируем ключи позиции и ключи rotation. Зафиксируем все, те, которыми не будем пользоваться, после мы их удалим. То есть переходим на 10 кадров. Сделаем небольшой наклон. Давайте разберемся, по какой оси, наверное, по Y, нет, по оси Z, да. И сделаем небольшой наклон. И по позиции буквально незначительное смещение. Окей. Давайте еще подправим немного. То есть, чтобы хвост остался снизу вот таким вот образом. Первое готово.
Дальше мы копируем первый ключик и вставляем снова через 10 кадров. Все, ключи выделили, нажали F9. Смотрим на движение. Раз. В принципе, выглядит неплохо. Нужно добавить также анимацию крыльев. Крылья у нас просто сделают небольшое движение. Поэтому давайте мы откроем крылья. Мы их только будем сейчас, наверное, по ротейшену анимировать. Поэтому давайте зафиксируем rotation. Лишние ключики потом поудаляем. Самое главное было нужно зафиксировать ключи в начале, но мы их перенесем просто вручную, да. И перейдем теперь на 10 кадров и создадим какое-то движение. Давайте подумаем, что это будет за движение. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, только крыло правое, я думаю, мы должны опустить за левое. Оно же дальше у нас находится, поэтому опустим его ниже. И давайте посмотрим, как мы это можем реализовать. То есть нам на самом деле сейчас нужен просто простой. Ага, и крылья мы поднимем, тело мы опустим ниже. То есть важно тоже соблюдать иерархию слоев, чтобы оно все выглядело аккуратно. Единственное, что мне не сильно нравится, что тело прям очень сильно так выгинается паппетами в центре, да. Давайте мы откроем паппеты и посмотрим, как мы это можем подправить. Не хочу, чтобы тело сильно выгиналось в центре. Угу, подправили ключик. Хорошо. Ну давайте тогда на крыльях тоже позицию добавим. Все-таки добавим небольшое смещение, чтобы это выглядело неплохо. Так. Да, и нужно подправить теперь хвост. После того, как мы подправили немножечко паппет. Угу. То есть немного его сместить. Хорошо. С этим разобрались. Ну и давайте добавлять немного анимацию крыла. Так, тоже сделаем по оси Z, я думаю. Небольшой взмах, да? И у этого крыла также само. Угу. Так, по оси. Да, давайте его в эту сторону. Так, стоп. На 10 кадре мы это делаем. Не в начале, очень внимательно с этим нужно быть. Все, смотрим. Вроде неплохо получилось. Теперь копируем начальные ключи и вставляем их в конце. Угу. Так, почти готово. Сейчас посмотрим, как это у нас выглядит. Ключи обязательно выделяем, делаем мягкие. С графиками сильно не будем сейчас. Здесь достаточно просто будет сделать ключей мягких. То есть у нас раз движение, да, такое получается. И давайте мы остальные ключи, которые сейчас не анимируем, мы их поудаляем, чтобы они нас в данный момент не отвлекали. Угу. Заново выделим слои, нажмем U на клавиатуре. И второй раз U, чтобы открылись только ключи, которые мы анимировали, чтобы на таймлинии было все видно и было удобно работать. То есть первое движение. Потом давайте 10 кадров паузу и копируем данные ключи. То есть создаем паузу ключами, да. Теперь через 10 кадров мы создаем изгиб в другую сторону. То есть если у нас сначала внутрь был изгиб, потом пауза, давайте мы теперь наружу сделаем небольшой изгиб. То есть выбираем нашу птичку, выбираем эффект паппеты и сделаем небольшой изгиб теперь наружу. То есть птичка ближе к центру, хвост наружу. Все, готово. Теперь что мы делаем? Переходим на 10 кадров и снова копируем начальные ключи. Готово. Подправляем всю остальную анимацию. То есть даем такой вот, как птичка у нас оживает. То есть она сначала стояла неподвижно, потом начала двигаться, и после этого она у нас полетит. Хорошо. Делаем анимацию хвоста. Да, переходим. Немного поднимаем. По ротейшену его тоже подправляем, чтобы все выглядело аккуратно. Так, и копируем начальные ключи. Готово. И то же самая история с крыльями. Только нужно у нас крылья сначала вниз опускаются. Теперь они должны вверх подняться. Да, теперь они должны подняться вверх. И по позиции немножечко
опуститься. Главное сильно не перевыгнуть. Угу. Так, и второе крыло тоже вверх поднимается. Так оно вверх поднималось. Стоп. Сначала вверх. Теперь, наверное, оно вниз должно подняться. Давайте попробуем. Раз. Так, сейчас мы скопируем ключи и будем по ходу уже подправлять эту анимацию, если что-то будет не так. Смотрим. То есть у нас появился лого, да, он изначально будет существовать на экране. Добавим потом какой-то эффект. Вот раз, два. Единственное, что нам нужно для полета, нам понадобится крыло. Вот это сдублировать левое, да. Давайте мы его сдублируем, и мы покрасим его сразу. Отправим сюда. У него всю анимацию мы, наверное, пока не будем удалять и покрасим. Это будет крыло R2 назовем. То есть, когда у нас будет полет, нам нужно сделать вот сейчас момент, когда птичка немножечко изгибается, нам нужно сделать, чтобы произошла замена крыла, да, чтобы незаметно пропало крыло, которое у нас из одного элемента состоит, и сзади на фоне появилось крыло, которое вот состоит из, копия левого крыла. Да, давайте крылья мы покрасим, да, чтобы мы легко ориентировались на таймлинии. Угу. И подумаем, как это реализовать. То есть раз. Угу. Я думаю, что мы сделаем? Мы данное крыло, мы просто его начнем. То есть оно у нас будет возвращаться не на место, да? Угу. Или давайте мы его сейчас... У него, правда, анимации позиции нет. Давайте мы ее добавим. Перейдем на 10 кадров и сделаем так, чтобы оно у нас здесь спряталось, да? Так, только стоп. Прежде чем мы это сделаем, зафиксируем позицию, то есть начальная, копируем, и в конце оно прячется, чтобы у нас просто был ключик, к которому мы сможем, да, вернуться. То есть небольшое движение по позиции, а дальше мы прячем rotation. Все. F9. Можем сделать на самом деле, чтобы по позиции крыло, наверное, вернулось на место, но я думаю, мы пока его не будем возвращать на место. Вот мы в момент, когда оно спрячется, мы сейчас его скроем. Как его скрыть? Наверное, будет легче всего по opacity просто на один кадр создать просто анимацию, чтобы оно у нас затухло. Все. У нас пропало это крыло и должно появиться это крыло. То есть это крыло, оно должно стать теперь абсолютно в другое положение. То есть оно, правое крыло, которое копия левого, да, оно должно стать в другое положение, то есть по ротейшену. Все равно немного должно вот... Угу. Хорошо. И, наверное, я думаю, позицию можем так и оставить, в принципе. То есть подготовка к полету, скажем так. Все, давайте посмотрим вот этот небольшой фрагмент. Угу. Все. И теперь с этого момента нам нужно подумать, как мы будем реализовывать анимацию. Здесь есть небольшой момент, у нас есть паппеты на слое, да, и у нас будет слой разрываться, то есть мы не можем двигать птичку с паппетами, поэтому что мы сделаем? Мы просто наше тело, в моменте, где у нас закончилась анимация, мы его разрежем, Ctrl-Shift-T, так, и обязательно сохранится, это очень важно, не забывайте сохраняться, потому что автор бывает вылетает, и потом придется все заново делать. Да, то есть все, мы разрезали тело, и у дубликата мы удалим паппеты. Да, все. Мы сможем потом снаружи делать движение, чтобы не было вот этих никаких разрывов, и все будет работать так, как нужно. Супер. Разобрались. Что у нас дальше по плану? Якорные точки в правильном месте. Создали оживление птички. Все, теперь нам нужно создать полет крыльев. Начнем давайте с крыла. Посмотрим сейчас со скоростью. Давайте перейдем мы в крыло. Сейчас подумаем, чтобы
не сломалось ничего, и чтобы работало все так, как нужно. Окей, все. Я предлагаю, мы будем создавать, скорее всего, зацикленность, да? Ctrl-Shift-D. Поэтому давайте мы сдублируем слой крыла левого, да? Удалим у него ключи. И сейчас создадим анимацию. Нам понадобится позиция, наверное, я думаю, и rotation. Позиция и rotation. Зафиксируем ключи. И то же самое сделаем с дубликатом крыла. То есть мы его сдублируем. Удалим все ключи, которые были до этого. И заново их зафиксируем. Позиция и rotation. Угу, готово. Так, позиция rotation готова. Ключи, слои, которые мы сейчас не будем использовать, давайте мы их скроем, их ключи, чтобы они нас не отвлекали. И построим теперь анимацию. Угу. Давайте перейдем на 1, 2, 3, 4, 5. Попробуем на 5 кадров. То есть попробуем создать анимацию крыла 10 кадров, а потом посмотрим, если что, потом мы сможем в любой момент ускорить. То есть что у нас должно произойти? Должно произойти движение крыла. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем экспериментировать. Будем сейчас опускать крыло. Это у нас дальнее, правильно? Крыло левое. Нет, это ближнее крыло. Сейчас. Немножечко. Угу. Крыло right. Это то, которое дальше. Все, тогда давайте мы с него и начнем. То есть нужно создать наклон. Наклон будем в ту сторону делать, это дальнее крыло. Где-то давайте минус 120, да? Угу. И, то есть, пытаемся создать аккуратный такой, как взмах крыла. Так. Угу. Минус 50. Давайте включим Custom View, посмотрим, как оно выглядит. То есть, да, все видите, крыло, мы можем попробовать другую Custom View. То есть, мы уже видим, что крыло, оно наклонилось в бок. Вернемся к активной камере. И теперь немножечко еще и по позиции. Я думаю, мы его опустим. Буквально немного. Угу, готово. Теперь мы копируем эти ключи, да, начальные. И через 1, 2, 3, 4, 5 мы их снова вставляем. То есть у нас получается, что у нас на 10 кадров у нас анимация. Мы выделим ключи, нажмем F9. Единственное, что мне не сильно нравится остановка в центре, да, то в середине мы ключи сделаем линейные. Да, и добавить, конечно же, выражение зацикленности. Как его добавить? Мы нажимаем на позицию, на часике зажатым Alt. У нас открывается для выражения поле, да, и мы здесь можем уже выбрать встроенное Loop Out. Да, смотрим, сработало ли оно. Да, по позиции видим уже движение повторяется. То есть мы теперь это выражение можем скопировать, Copy Expression Only, выделить Rotation и вставить на Rotation. Так, стоп, не сработало. Copy Expression Only. Все, работает. И теперь мы, если посмотрим, у нас уже готова одна анимация крыла. Супер. Приятно, аккуратно. Создали анимацию на 10 кадров. Давайте теперь со вторым крылом разбираться. То есть ту же самую процедуру. Переходим на 5 кадров вперед. Теперь нам нужно крыло наклонить в нашу сторону. То есть мы будем делать что-то похожее по значениям, как здесь. Только давайте мы его в эту сторону будем наклонять. Давайте 120 попробуем. Угу. Вы 120. Так, выгнуть его вниз, я думаю. Угу. И немножечко наклонить. Только не вверх его наклоняем, а вниз. Давайте минус... Сколько тут? Минус 30? Минус 45. Вот чтобы у нас получилось ощущение того, что крыло опускается. Единственное, что нам нужно будет также позицию здесь немножечко подправить до этого крыла. Давайте подправим, чтобы это аккуратно, все приятно
выглядело. И скопируем эти ключи и вставим их сюда. Все, выделяем ключи F9, потом выделяем ключи посередине и зажатым Ctrl нажимаем на них, и у нас ключи становятся линейными. Мы выражение теперь копируем с прошлого слоя и вставляем Ctrl. Ага, только нужно каждый слой отдельно выделять, каждый параметр. Угу, все, смотрим. То есть у нас уже готово, в принципе, полет крыльев. То есть если мы сейчас включим Custom View, мы увидим, что у нас птичка уже как бы готова к полету. Единственное, что, да, я вот забыл немножечко, нам как бы не хватает здесь, если мы посмотрим результат, да, в результате, давайте сейчас он откроется, плеер почему-то подтопливает. Можем в авторе посмотреть, да, момент. То есть, если вы обратите внимание на результат, да, у нас, видите, во время полета хвост как будто распался. То есть, нам нужно создать еще, сдублировать пару раз хвост, чтобы получить такой вот приятный момент во время полета. Поэтому вернемся к активной камере. И на моменте, когда у нас начинается полет, да, мы сдублируем наш хвост, да, сдублируем 2 раза. И каждый слой давайте мы покрасим отдельно. Будем красить с помощью эффекта Fill. Так, один слой у нас был синий, светло-голубой. Копируем Fill. То есть покрасим в цвета просто птички нашей. И один фиолетовый. Угу. Все, супер. И теперь, когда у нас начинается полет, нам нужно создать небольшое движение. Давайте мы посчитаем, сколько мы хотим вообще полет, чтобы он нас занял. Я думаю, полет мы создадим где-то на 3-4 секунды. Давайте мы посчитаем. Угу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть это 5-20. Мы запомнили. Можем, в принципе, сразу слои крылья вот этих летающих и подрезать. То есть наша просто задача заключается в том, чтобы крылья в конце тоже стали в то же самое положение. Чтобы мы анимацию могли закончить, нужно, чтобы как бы просчитать, когда у нас конец цикла. Вот мы уже подрезали конец цикла. Все. И теперь мы создадим вручную анимацию небольшую хвостов. То есть выделяем хвосты все. Фиксируем. Только давайте мы главный сейчас Ctrl-Shift-D тоже разрежем. Да? Эти подрежем. И удалим у них сейчас всю начальную анимацию, которая у них была. То есть у нас будет логотип разбит на часть, когда птичка оживает, птичка летит и птичка замирает. То есть будет такая вот пошаровка. Окей. Приступаем и анимируем тогда наши хвосты. То есть во время полета нам понадобится и позиция, и rotation, поэтому фиксируем. Угу. И смотрим, что мы можем сделать. То есть у нас полет 5 кадров, поэтому давайте мы будем, наверное, по 10 кадров создавать какую-то анимацию. Как только начинается полет, один из хвостов должен подняться выше, чуть повыше, да? И средний хвост тоже должен подняться выше. Единственное, что я немножечко не тот цвет. Нам нужен темно-синий цвет. Все. Угу. И давайте мы сделаем так, чтобы темно-синий был на активную камеру. Темно-синий был у туловища, да, то есть хвост 4. А этот пускай будет светлым. Мне кажется, будет интересней смотреться. Готово. Подняли хвосты немножечко. Угу. Так, этот мы давайте немного вниз опустим. И сделаем так, чтобы они на друг друга накладывались. Угу. Хорошо. Я не знаю, позиция нам, наверное, не понадобится. Поэтому давайте мы переходим потом на 20 кадров. Да, просто будем создавать какое-то небольшое виляние, то есть хвостов. Так. Все-таки позиция понадобится. Давайте мы копируем эту позицию, поставим ее вот здесь. Угу. Перед началом движения, да? Так, вот выровнять ключики. Я уже вижу, что они не выровнены. Да, подправили. Внимательно с этим. 20 кадров. И вот здесь немного
опустим по позиции хвосты вниз. То есть смотрим, поднялись хвосты, теперь хвосты идут вверх, хвосты идут теперь вниз. То есть мы, в принципе, можем сразу 3 хвоста и выделять. Только будем немного, чтобы они с разной силой двигались, да? Что-то подобное делать. Угу. Снова 20 кадров. Они идут вверх. Снова выделяем все 3 хвоста. Угу. И немножечко с разной силой вверх идут. Угу. Так, почти закончили. 20 кадров снова вниз. То есть мы здесь будем создавать просто хвост, он не так часто, как крыло должно двигаться, поэтому мы здесь создадим немножечко вручную это, да, будет намного проще и легче потом отрегулировать. Окей. И в конце у нас должны стать ключи все на место. То есть мы копируем все начальные ключи и вставляем их в конце. Можем удалить сразу ключи, которые мы не анимировали. Да, они нам не понадобятся. Угу. Угу. Так, у нас происходит небольшое перекрытие. Это, в принципе, не критично. Давайте вот эти ключи тоже удалим. Угу. Все. И можно выделить, я думаю, ключики. Выделить все ключи и сделать их мягкими. Давайте посмотрим на результат. Да, то есть что у нас получается? Птичка ожила. И дальше начинается такой вот полет. Единственное, что у нас тут, видите, хвост мерцает, из-за чего это происходит. То есть темный хвост ниже находится, но его перекрывает фиолетовый. Это происходит из-за ротейшена, поэтому давайте мы этот хвост вначале немножечко отогнем на 1, да, чтобы он всегда был впереди. Или просто мы его выше поднимем, так вот. Так, правильную иерархию слоев сейчас построим. Угу. Давайте мы верхний слой по Y отогнем вперед на 1, да? Угу. И посмотрим. Так, теперь фиолетовый хвост вторым должен быть по счету. Да, и теперь у нас перекрытие происходит. Давайте тогда верхний на 2 отогнем, а вот фиолетовый на 1. И посмотрим. Все равно происходит, если открыть Custom View. Что-то вот странное с хвостами происходит, хотя не должно быть такого момента. Сейчас мы с этим моментом разберемся. То есть синий хвост самый верхний. То есть он как бы не должен проявляться, да? Он у нас в моменте... Все. Смотрите, в чем ошибка. Да, мы слои разрезали, у нас же в оригинале голубой хвост. Поэтому у нас синий хвост, он по идее должен быть самым верхним. Угу. И это мы его должны отогнуть на 2. А темно-синий мы должны оставить на... Сейчас посмотрим на результат. Угу. Вот, все, да. Получается, теперь все как нужно работает. Просто сбился, что у нас в оригинале был хвост синий, да, и не понимал, откуда у нас взялся этот скачок. Все. Полет птицы готов. В конце она становится на место, да. Угу. Все, то есть нам осталось только завершить анимацию окончания, да. То есть хвосты, когда становятся на место, мы их, в принципе, можем теперь все подрезать, да. И протянуть только один. Нам нужен только вот этот синий хвост, который самый верхний. Мы его давайте до конца протащим. А дальше нам нужно сделать момент с крыльями. Крылья, которые были в оригинале. Нужно их вернуть на место. Сейчас мы... Так, хвост вернулся на место. Осталось только крылья. Но, в принципе, данное крыло, оно и возвращается на место по значениям. То есть, если мы сейчас откроем параметры, да, то мы видим позиция та же самая, rotation тот же самый. То есть, по сути, мы можем сдублировать, просто растянуть данное крыло до конца, да. Единственное, чтобы оно нам во время анимации не мешало, давайте его здесь, вот, перед тем, как оно
начнет двигаться, мы ему просто на один кадр отключим opacity быстро, да, то есть просто построим такую анимацию, чтобы оно затухло. Угу. Да, чтобы оно затухло, теперь его будет не видно. И та же самая историю давайте мы сделаем и с дальним крылом. Это вот оно у нас, да? Угу. Сейчас. Вот он, да, мы ему как... А мы его как раз, да, и по opacity затухли, все. То есть, когда у нас анимация закончилась, во-первых, нам нужно сделать, чтобы по opacity она проявилась. То есть, ставим здесь ключ 0, через 1 мы поставим 100. Сейчас мы все это подправим. И нужно будет подправить, конечно же, rotation в исходное положение. Но сначала нужно разобраться с этим крылом, тоже с opacity. Давайте вот эти ключи скопируем, вставим. То есть мы просто в один кадр, да, в момент окончания взмаха делаем так, чтобы у нас эти крылья появились. Копируем и вставляем. Все, у нас крыло-то появляется. Единственное, что оно резко, да, появляется. Угу. Да, у нас есть небольшой момент, то что нам анимацию нужно закончить так, чтобы это крыло, оно наложилось, да, немножечко. Поэтому что мы сейчас будем делать? Нам нужно с дальним крылом разобраться, да, которым мы потом у нас заканчивается, придется его... Смотрим сейчас на его анимацию. То есть нам нужно, чтобы оно в конце стало на место. То есть мы вот этот слой, тоже он нам понадобится, мы его протаскиваем. В конце мы добавляем ту же анимацию по opacity. То есть оно сначала пропадает, да? А потом в конце оно появляется. Такой вот небольшой момент. Теперь получается, что когда у нас крыло зацикленное, но заканчивает свою жизнь, да? Так, единственное, что давайте подрежем таймлинию до 8 секунд, потому что так не совсем удобно работать, да, в таких масштабах. И посмотрим на результат по параметрам. То есть крыло, которое зациклено, оно в конце имеет значение, вот наше значение, 0,0 минус 5. Супер. А это крыло у нас имеет значение, позицию ту же самую, rotation тоже самый. То есть нам нужно теперь сделать, чтобы оно вот появилось раньше, да. Давайте сместим. И делаем, чтобы rotation стал на место, да. То есть нам нужно, чтобы оно опять совпало. То есть фиксируем rotation, ставим точку. Единственное, что эта точка может странно отобразиться, поэтому давайте лучше мы скопируем ключик, да. И давайте через 10 кадров. То есть оно становится в 0. Сейчас. Так, оно совпадает, да. Через 10 кадров в 0. То есть оно совпадает теперь с этим крылом. А вот это крыло, оно наоборот должно у нас появиться. То есть мы копируем вот этот параметр по rotation. Это наш конечный будет. А в начале оно должно скрыться, да, таким вот образом. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, крыло существует постоянно. У какого-то крыла opacity существует. Сейчас. Вот. Где-то не докрутили параметр opacity, да? Почему его видно? Ага, R2, вот оно. Потому что ключик по opacity неправильно мы установили. Здесь должен быть 0. Смотрим. Оп. Я все слои выделил и сделал 0, opacity вернулся, Ctrl-Z назад. И давайте вот здесь opacity 0 на вот этом ключе установим. Сейчас смотрим на анимацию.
есть птичка оживает, есть полет, и птичка в конце становится на место. Угу. Супер, то есть у нас положение логотипа, оно собралось, осталось создать небольшой полет. Все, можем переходить, теперь закинуть это в прекомпозицию, назовем это bird, да? Ну или птичка, давайте, как хотим. Все, включим здесь обязательно шестеренки, чтобы у нас расширилась композиция изнутри, чтобы когда мы птицу будем боком поворачивать, чтобы было видно, как она машет крыльями. Включим трехмерность и будем сейчас строить анимацию полета. Единственный, смотрите, момент такой интересный, да, у нас пока идет вот эта анимация паппетов, кадр 20, минут, ну, секунда 20, да, мы не можем двигать эту композицию, потому что если мы начнем ее двигать, у нас, видите, пойдет разрыв слоев. Поэтому мы отсчитываем появление нашей птички, минута 20, да, и только вот с этого момента мы начинаем наше движение. Нам понадобится и позиция, и rotation, и на тексте нам позиция. То есть пока у нас будет происходить анимация позиции, у нас как бы текст лучше скорее, отправить в центр, чтобы это было красиво и аккуратно. Как легко отправить в центр, чтобы, да, мы могли выровняться? Мы можем, во-первых, закинуть оригинальный логотип, сделать ему Scale 33, покрасить его в красный цвет, нажать Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home, да? Так будет сложнее, наверное, все-таки центровать. Давайте мы не оригинальный логотип добавим, а второй текст. Угу. Сделаем Scale 33, Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home. То есть мы просто сейчас по этому тексту будем, скажем так, выравниваться, да? Все. Начинаем теперь полет птички. Давайте птичка будет плавно взлетать, то есть первые 20 кадров она будет разгоняться. И пролетит она у нас каким-то вот таким вот образом вокруг логотипа. Сначала давайте мы сфокусируемся просто на позиции нашей, да. Да, и смотрите, перед тем, как мы создаем позицию, очень важный такой момент, якорная точка, да, не забываем их. И перед тем, как включать 3D, то есть якорную точку очень важно размещать в нужном месте, где-то в середине птички. Да, наша якорная точка будет. Берем позицию, берем rotation, включаем 3D, фиксируем и начинаем нашу анимацию. Раз, два. Давайте полет какой-то вот сюда. Наша птичка, она должна по оси Y развернуться, да. Она будет лететь в ту сторону. Угу. Так. Сейчас мы просто сделаем этот момент, потом мы подправим остальные ключи анимации. Все. Дальше у нас движение, то есть полет какой-то взлета, да, то есть как она из логотипа, скажем так, начинает свое движение. Я думаю, можем немножечко сразу регулировать какие-то ключи, да, то есть она пускай немного наклонится вверх. Ну и дальше строим по, наверное, 10 кадров, да, анимацию. Единственное, что нам нужно отсчитать, где мы заканчиваем нашу анимацию, где у нас логотип собирается в конец. Вот. Вот здесь нам нужно... То есть мы ставим указатель на 5.21. Возвращаемся в главную композицию. И вот мы в 5.20... у нас сначала композиция, нам даже отсчитывать ничего не нужно. Все, окей. Все, и теперь мы делаем по 10 кадров какую-то такую анимацию. Единственное, что путь такой у нас здесь получился, скажем, не мягкий. Мы включаем Pen Tool и просто нажимаем на точку пути, и он подправляется. Все. Давайте птичка повыше взлетает сейчас. Потом через 10 кадров пониже. Давайте сначала создадим движение, а потом будем подправлять его. Угу. И важно помним, что нам нужно закончить на 5.20. Да, давайте теперь птичка наша обратно должна развернуться. Скопируем этот ключ сюда, да, с паузу. И теперь ее развернем по оси. Она у нас должна снова стать на 0. Только не на... Ну, на 0, да, все.
Ну, не на 0, а вообще на 1 оборот она должна, да, стать, чтобы она в правильном направлении повернулась. Мгм. Хорошо. Мгм. Да, и нас же сейчас я ориентируюсь на текст, но он же у нас будет не здесь находиться, поэтому давайте мы зафиксируем позицию, когда вот птичка у нас взлетает, у нас текст отправится в центр композиции. Вот. Угу, все, готово. Ключи здесь мягкие, потом их подправим. И доделаем полет нашей птички. Так, еще 10 кадров, то есть у нас почти уже анимация закончилась. Возможно, какие-то ключики лишние сейчас будем удалять. Угу. Так, то есть создаем полет птички. 5.20 мы уже должны как бы заканчивать. Все. И теперь на 5.20 мы просто берем, вставляем начальную позицию. Да, и сейчас мы будем подправлять rotation. И давайте последний тоже ключ, текст, чтобы он тоже копируем ключ и копируем начальный. То есть, чтобы текст тоже стал на место. Хорошо, теперь нам нужно добавить немного ротейшена, да, чтобы птичка, когда летала, она выглядела немного поинтересней. Я думаю, по X Rotation мне что-то не сильно хочется трогать. Давайте, может быть, немного. И смотрите, такой интересный момент. Я предлагаю, чтобы птичка сначала за логотипом пролетела, то есть мы опустим ее ниже, а потом мы сделаем так, чтобы она летела перед логотипом. Наверное, точки немного подправим, куда-то она далеко прям улетает. Так. То есть мы выделяем просто эту позицию и с включенной мышкой будем подправлять. И, конечно, чтобы у нас путь был мягкий, мы выделим всю позицию птички, да, и нажмем Pen Tool. Все, позиция мягкая, птичка пролетает. Вот такой вот у нас уже и как бы готов пролет. Единственное, что мы видим, что остановка, да, птички происходит вот таким странным образом, поэтому мы будем использовать автобезье ключи. То есть это автоматически сглаживаемая кривая. То есть мы выделяем позицию птички, да, и вот эти ключи, которые по центру, мы зажимаем Ctrl и 2 раза, чтобы они стали круглыми. Если вы посмотрите на графике, то они немножечко подправятся, то есть произойдет автосглаживание, и оно вот на самом деле будет уже интересней смотреться. Единственное, что нам вот осталось, это добавить ротейшена, потому что без ротейшена полет птички выглядит странновато. То есть мы теперь просто потихонечку делаем какой-то вот какие-то наклоны, да. Думаю, здесь не сильно будем. Угу. То есть просто добавим немного ключей, чтобы анимация смотрелась поинтересней. Так. Мгм. И дальше у нас идет этот ключ мы не трогаем, мы только здесь вот немножечко подправим, да. Дальше у нас происходит разворот. Угу. Наклон вперед можно немного. Мгм. Так. И буквально уже пару ключей добавить, да. Так, только ж мы здесь ключики не поставили. Мгм. Здесь просто небольшое движение создаем. Угу. Все. И давайте в конце я предлагаю вот этот промежуточный ключ по позиции удалить, да, и вставляем начальные ключи. Та же самую историю здесь делаем с ротейшеном, то есть делаем ключи вот эти автокривыми. Так, смотрим. У нас, вижу, слой почему-то разорвался, хотя у нас никакого
Ага, у нас это произошло из-за безе, да? Нам нужно убрать здесь, включить Pen Tool и убрать здесь касающие. Сейчас разберемся. Видите, у нас все равно остался этот артефакт, он нам не нужен. Я тогда предлагаю в начале, да, как это можно исправить, чтобы не было этой проблемы. Мы просто давайте задублируем композицию птичка уже с нашим полетом, да. Удалим, давайте, птичка начало, да. Удалим у нее всю анимацию по позиции, да. То есть, чтобы у нас ничего не произошло. Ага, видите, в чем проблема? Проблема просто в том, что, наверное, можно без начала обойтись. Проблема в том, что у нас почему-то rotation начальный 0, не 11 было, а не 0. Давайте исправим. И, по идее, тогда наша логика, которую мы, что мы начинаем движение с минуты 20, да, видите, у нас слой не разрывается, и все работает так, как нужно. То есть просто из-за того, что я случайно сместил этот ключ, происходил этот разрыв. Но мы вот как раз и разобрались, как это исправить. Все, смотрим. Есть полет птички. Он, в принципе, выглядит отлично. Вот только у нас в конце, смотрите, какой интересный момент. Мы копировали начальный ключ, а нам нужно тогда здесь вот не начальный ключ, нам нужен оставить один оборот, да, чтобы она стала на место. Смотрим, чтобы она не прокручивалась. Супер, да. Оригинальный текст красный удаляем. Птичку, когда мы хотели, что она разворачивается, чтобы она Правда, вот куда она так далеко улетает, давайте мы попробуем, во-первых, сделать вот эти часть путей мягкими, да. И мне не сильно нравится, что она так далеко улетает. Может быть, давайте просто попробуем поближе, да, подправить этот путь, потому что она куда-то очень далеко улетает. Угу. Вот что-то подобное. Давайте посмотрим, как это выглядит. Всё. И смотрите, момент, когда мы хотим, чтобы птичка начала лететь перед лого, вот мы в этом моменте птичку нашу Ctrl-Shift-D и дубликат поднимем выше. То есть, что это нам дает? У нас теперь слой будет выше композиции, и она будет перед экраном двигаться. У текста я также предлагаю немного графики подправить, да. Просто в конце сделать такой вот, можно сразу у всех, да, просто в конце сделать такое плавное. Хотя в начале давайте просто ставим F9, а в конце сделаем просто немножечко, буквально замедление, когда птица становится на место. Вот. Угу. Супер. Все. Остался нам создать эффект вот этого эха, да, как птица машет крыльями, да. То есть, как мы это будем делать? Давайте подумаем. Ну, будем дублировать птичку нашу. И будем на нее добавлять эффекты. Так, давайте подумаем, с помощью чего мы это будем делать. Во-первых, мы могли заметить в примере, у нас остается такой вот как след, это эффект эхо, да? Поэтому давайте мы добавим. И там еще можно увидеть в примере используется два цвета. Поэтому давайте мы будем использовать два дубликата и будем добавлять на них анимацию. Единственное, что нам эта анимация, нам нужно, чтобы эти слои, они появились только тогда, когда начнется движение. То есть у нас на минуту 10, да, на минуту 20 начинается движение. И давайте мы вот здесь сделаем в 10 кадров появление. То есть здесь появляется, здесь 0. И, наверное, слои не... Ну, посмотрим сейчас по тому, что у нас получится за результат. И начинаем с эффектов. Первое, что мы добавим, это эхо-эффект, да, на первый дубликат. И немножечко его настроим. Так, у нас здесь какое значение? Минус 0,33. Поставим минус 0,5. Да. Количество копий давайте поставим 40. И
Остальные параметры немножечко вот здесь уменьшим. 0,85, по-моему. Если поставить, давайте посмотрим. То есть у нас вот... О, видите, как оно выглядит. Единственное, что мы сейчас с opacity разберемся, уже что-то начало получаться. Также давайте добавим blur, Gauss blur, да, на этот слой. Да, поставим тут параметр 8 где-то, да, чтобы оно было размыто, чтобы оно было нечетко. И как его покрасить, чтобы оно было одного цвета, мы будем использовать эффект, называется колорама, да. У него есть очень много цветов сейчас здесь. Нам это не сильно интересно, нам просто интересны два цвета. Цвета клиента, да. Первый цвет. Два раза нажимаем, только давайте, как мы тогда делали, откроем птичку оригинальную, да. Угу. И будем с нее пипеткой брать эти цвета. Теперь мы с первого дубликата берем цвет. Давайте возьмем сначала светлый, да. А вот здесь опустим где-то на четверть круга и возьмем темно-синий. Хорошо. Нам же также нужно настроить, да. Что нам нужно? Нам нужна не интенсивность, нам нужна альфа здесь, да. Вот здесь тоже мы эту галочку отключим, да, и посмотрим, что у нас уже получается. Opacity, наверное, слишком большой, да. Сейчас посмотрим. И opacity слоя мы оставим где-то на 40. И посмотрим на результат. Так. Видим, уже начинает немножечко нагружаться, да, проектором. Ощущается, да. То есть у нас уже, в принципе, все работает как нужно. Единственное, что у нас слишком много копий, да. Давайте мы попробуем вот подправить этот параметр. Ой, только минус 0. Давайте вернем назад, Ctrl-Z, и добавим еще один 0 перед пятеркой. Вот, да, потому что слишком большое значение было, и у нас, получается, происходил такой вот странный момент. Все, в принципе, что-то уже появилось, да. И работаем теперь. Дальше нам нужно создать как бы тень, да, чтобы у нас приятно, кроме синего свечения, была такая какая-то темноватая тень. Сейчас мы это сделаем. То есть, предлагая эффекты, мы будем использовать те же самые, только мы изменим их параметры, да, незначительно. Тут мы поставим минус, давайте, 0,3. На количество копий, давайте, сколько у нас здесь? У нас 40. Давайте здесь поставим 80. Интенсивность оставим такой же, хотя, вот, возможно, из-за интенсивности у нас так сильно оно и засвечивается. Окей, давайте пока мы оставим так. Здесь уменьшим интенсивность, потому что на теней здесь количество копий их больше, чтобы они менее такие были интенсивные. Поставим здесь 0,2. Блюр оставим тот же самый и настроим эффект наш. Да? Единственное, что здесь будем использовать первый цвет, это цвет зеленый, который у клиента. Где-то давайте пониже его возьмем, да. А второй мы используем для того, чтобы создать как будто тень, да, черный. И вот таким вот образом его мы настроим. Хорошо. Также, я думаю, opacity здесь уменьшим, чтобы оно не так сильно было. И нам нужно доработать с настройками здесь колорамы. Альфа, по-моему, value они. Или интенсивность. Сейчас посмотрим, что больше нравится. Давайте пока value оставим, она более такая темная. И посмотрим на то, что у нас уже получается. У нас птичка есть. И птичка вот начинает наша лететь, да. Видно, уже нагрузка прям такая пошла на проект и за счет этих эффектов, да. То есть, в принципе, как бы след уже наш остается. Можем... Теперь нам нужно задублировать эти слои обязательно, если помните, да.
есть мы их протягиваем до конца. Вот здесь мы их Ctrl-Shift-D разрезаем и поднимаем, чтобы эта тень тоже потом была выше нашего логотипа. В принципе, результат уже почти готов. Давайте создадим, я не знаю, белый Solid. Да? Белый Solid. Закинем все теперь в прекомпозицию. Давайте только, когда будем закидывать, назовем лого. Да? Сдублируем. И у дубликата что мы сделаем? Мы сейчас добавим эффект, называется Radial Fast Blur. Угу. То есть, чтобы было такое незначительное свечение, точку сместим куда-то в сторону, и у этого слоя, когда начинается полет, давайте на минуту 20, да, вот, мы добавим просто opacity слоя. Opacity 20 кадров, а в начале 0. То есть, чтобы полет прошел, пока птичка у нас оживает, нам не нужно. Вот когда полет начинается, пускай этот эффект появляется, да, обязательно сохраняемся, не забываем. Это очень важный момент. И в конце, где мы там заканчиваем наше движение, давайте посмотрим. Вот здесь, да, мы заканчиваем. Возвращаемся, у нас указатель уже в нужном месте. Мы тоже ставим затухание нашего, в принципе. Угу. Все. Я думаю, в принципе, результат, только мы не на 100 выкручиваем opacity, а на 40. 40, где-то 50, чтобы не сильно такое размытие, чтобы оно не загрязняло сильно экран. Что теперь здесь осталось? Я думаю, единственное, что я, наверное, хочу посмотреть на тень. Давайте мы запустим сейчас прогрузиться, подождем немножечко. То есть, в принципе, след у нас уже работает так, как нужно. Можем, я думаю, отправлять на рендер наш проект. Единственное, что я бы добавил к тому моменту, где у нас птичка оживает, да, в начале, то есть минута 20, это, я бы добавил, наверное, пару light sweep'ов, да, чтобы они так вот пролетели по самой птичке. То есть момент того, как она оживает. Давайте мы создадим Alt-Y Adjustment Layer. И добавим на Adjustment Layer Light Sweep. Да? Хорошо. Все. Вот видите, он работает. Супер. То есть первое. Единственное, давайте построим сначала 20 кадров анимацию его, да? Просто пролета. И когда он будет... Так, 20 кадров почему-то. Я позицию слоя зафиксировал, да, нам не позиция слоя нужна, а центр, да, 20 кадров. И через 20 кадров пролет Light Sweep. Единственное, что когда он пролетает, давайте мы посмотрим, ну, направление нам не сильно важно. Немножечко интенсивность уменьшим и пошире его сделаем. Хорошо. То есть вот он у нас раз пролетел, мы его подрезаем, дальше он нам не нужен. И дублируем где-то, давайте вот. И на второй раз вот небольшой Light Sweep. Все. Я думаю, можем композицию отправлять на рендер. И посмотрим на финальный результат. Давайте выбираем MP4. И давайте отрендерим. Куда мы это отрендерим? Рабочий стол. Ок. Давайте сюда мы и отрендерим. И посмотрим на результат. Надеюсь, что ничего не упустил. Можем посмотреть результат, который у нас был до этого, да? Почему-то вот плеер не открывается. Очень долго. Угу. Сейчас мы отрендерим. Еще один момент. Хочется проверить сейчас. Закончится рендер. Я думаю, достаточно быстро таки происходит. То есть, видите, вот эти эффекты колорама, они очень сильно нагрузили проект. То есть, если до этого проект он прогружался практически мгновенно, то вот эти эффекты цветовые, эхо, из-за того, что приходится просчитывать очень много элементов, происходит такая вот уже нагрузка. Подождем минутку. Видите, и уже, в принципе, приятный, аккуратный
результат. Единственное, что может быть попробовать, правда, это еще сильнее нагрузит наш проект, чтобы когда птичка наша летает, здесь хотя мы здесь же не можем motion blur включить из-за того, что у нас обычный, как бы шестеренка расширяет композицию, но может быть небольшого добавить, да, то есть как создать, можно fastbox blur, да, то есть попробовать немножечко, хотя, вот я думаю, вот было бы, наверное, идеально бы добавить, да, вот на минута 20, когда движение начинается, на 10 кадров, да, чтобы у нас все-таки немного птичка размылась, и в конце движения, чтобы она стала назад в фокусе. Угу. Все, после этого мы можем скопировать этот эффект и накинуть на нашу оригинальную птичку, да? Все. Мне кажется, просто что, когда она немножечко будет в движении размываться, может быть поинтереснее. Если не сильно нравится, можно этот момент убрать. Вот. Давайте еще раз посмотрим на наш результат. Вот наша птичка оживает, пролетает, логотип становится на место. Ага, только видите, у нас крыло у нас не стало на место, да, я вот и не заметил этого момента. Это очень легко, в принципе, исправляется, то есть нам нужно открыть только композицию с птицей и найти концовку, да, где у нас вот это крыло появляется. Вот оно появилось. Дальнее крыло нас интересует, именно вот это маленькое, да, и смотрим, что с ним не так. А с ним не так то, что у него позиция не та. Теперь мы, смотрите, копируем здесь вот эту позицию, вставляем ее и начальную точку обязательно копируем. Все, у нас теперь крыло стало на место. Можем перерендерить этот, конечно, момент. Есть хитрый способ, как это очень быстро сделать, перерендерить, да, чтобы мы не испортили. Мы просто main закидываем. Закидываем его сюда в композицию, да. И вот мы концовку, когда птичка становится на место, мы вот здесь ее подрезаем, да, и здесь вот мы сейчас подрежем. То есть получается, и мы сможем очень быстро отрендерить. Давайте отрендерим. Назовем main2, да, и на рендер отправим. Видите, начало из-за того, что это видео, оно быстро прогрузится, и программе нужно будет только перерендерить вот этот последний кадр. И, то есть у нас таким образом соберется новое видео, и достаточно таки быстро. Так. Все. Открываем результат. Теперь с крылом в конце композиции не должно возникнуть никаких трудностей. Да? Угу, хорошо. Супер. Так. Ага, почему-то блюр не закончился. Видите? То есть нужно очень внимательно быть, потому что очень легко допустить такие вот ошибки, что на птичке сюда... Видите, как я блюр вставил? То есть я вставил, что он в конце появляется. А нужно было, когда я копировал блюр, да, давайте мы его откроем еще раз, скопируем. Здесь мы теперь его удалим. Его же нужно так же самое вставить, да, чтобы он в тех же самых значениях появлялся. Угу. То есть, по сути, нужно половину композиции перерендерить. Ну, давайте для конечного результата мы все-таки сделаем рендер. Мы вырежем момент рендера, чтобы вы могли увидеть конечный результат. Да? То есть подправили финальные косяки, довели работу до ума и рендерим ее. Все, мы закончили рендер. Открываем и посмотрим результат. Надеюсь, теперь все в порядке. Да, птичка начинает летать. Я бы блюр все-таки убрал, либо сделал его вообще незначительным. Вот, все, видите, птичка становится на место. То есть все, в принципе. Ага. Что-то с радиальным размытием теперь. Видите, как оно бывает. Не успевает закончиться проявление радиального размытия. За счет этого и получался вот этот качок, да. То есть ключики нужно было сместить буквально немножечко левее. Хорошо. Спасибо всем за внимание. Выполняйте, повторяйте работу, отмечайте Александра. Будем рады посмотреть на ваши результаты. Если вы хотите стать таким же моушн дизайнером, как и я,
и работать из дома, либо из любой точки мира, тогда вам нужно попасть ко мне на курс. Курсы стартуют запусками, то есть не всегда можно на него попасть, залететь. Примерно один раз на 2-3 месяца мы стартуем. Мы будем изучать программу After Effects, Motion Design, и все это на базе реальных проектов из биржи Fiverr. Переходите по ссылке, которая внизу под видео. Там будет вся информация, и регистрируйтесь в Telegram-боте. Ну а клиент нам ответил: ребята, спасибо, вы просто потрясающе сделали, это невероятно круто. Приятно это слышать. Клиенту спасибо за доверие и этот интересный заказ. И вам спасибо за просмотр, комментарии и лайки. Если вы хотите изучать программу After Effects вместе с нами, то приходите на наш курс. Мы стартуем раз в 2 месяца. Мирного неба, тихой ночи. Всем парам-пам.